Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу, как вкусно и по-разному можно приготовить шампиньоны. Все блюда вкусные и отлично подходят для приготовления на каждый день. Я надеюсь, каждый найдет для себя подходящий рецепт. Первыми приготовим запеченные шампиньоны в духовке. Это прекрасная закуска, на приготовление которой уходит очень мало активного времени. Рецепт настолько прост, что испортить такое блюдо практически невозможно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим заправку. В 70 грамм растопленного сливочного масла насыпаем чайную ложку с небольшой горкой соли и 1 чайную ложку сушеного чеснока. Также можно использовать чеснок, выдавленный через пресс. Все перемешиваем. В большую миску высыпаем 1 кг уже хорошо помытых шампиньонов. Сверху грибы поливаем приготовленной заправкой. Все перемешиваем руками, так как это удобнее всего. Каждый грибочек должен быть равномерно покрыт заправкой. Шампиньоны для этой закуски лучше всего брать среднего или крупного размера. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Также можно готовить грибы сразу на противне от духовки, но его тоже нужно смазать маслом. Подготовленные шампиньоны кладем в форму шляпкой вниз. 1 кг шампиньонов у меня не поместился в большую форму, и я использовала еще одну форму поменьше. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов. Режим вверх плюс низ без конвекции. Запекаем приблизительно 30 минут. В процессе запекания я один раз переставила формы местами. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Измельченной зеленью украшаем готовые грибы. Сверху все немного поливаем лимонным соком. Шампиньоны в духовке получаются сочными и вкусными. Их можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Такая закуска отлично подходит не только на каждый день, но и на праздничном столе она будет не лишней. Вторым приготовим суп с грибами и фаршем. Такой суп получается ароматным и вкусным, а готовится очень просто. – 400 грамм фарша кладем на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем фарш примерно 3-4 минуты. 300 грамм очищенного картофеля нарезаем небольшими кубиками. В кастрюлю объемом 4 литра кладем подготовленный фарш. Добавляем нарезанный картофель и насыпаем полстакана промытого риса. Все заливаем водой и ставим на плиту. После закипания с поверхности супа снимаем пену и варим суп на небольшом огне около 15 минут. Пока все варится, подготовим грибы. 300 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. Если грибы большие, то можно нарезать четвертинками. Нарезанные шампиньоны кладем на горячую сковороду. Готовим на большом огне до тех пор, пока не испарится вся жидкость, а затем еще немного обжариваем. Приготовленные грибы перекладываем в кастрюлю с супом. Также у меня на канале есть и другие рецепты приготовления вкусных супов. Смотрите их по ссылке в описании под видео. Все варим до готовности картошки и риса еще около 10 минут. Пока варится суп, приготовим овощную пассировку. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 помидор нарезаем небольшими кубиками. У меня были маленькие помидоры черри, я взяла их 3 штуки. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. Сюда же добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты. К овощам добавляем нарезанный помидор. Все перемешиваем и готовим еще около 2 минут. Пока готовили пассировку, суп уже сварился. Добавляем в него подготовленную овощную пассировку. Солим по вкусу. Перчим. И кладем лавровый лист. Все перемешиваем и варим еще 2-3 минуты. А тем временем мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука или любой другой зелени. Нарезанный лук кладем в суп. Накрываем крышкой и снимаем с огня.
Суп с грибами и фаршем получился очень ароматным, сытным и вкусным. Третьими приготовим рулетики из скумбрии с грибной начинкой. Такие рулетики несложно готовятся и получаются очень вкусными. Их можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем 2 тушки скумбрии, уже выпотрошенные от внутренности и хорошо промытые. Для рулетов лучше использовать скумбрии небольших размеров. Каждую рыбу разрезаем по хребту. Аккуратно руками снимаем филе с одной стороны от хребта. Возле хвоста филе отрезаем ножом. Все плавники тоже отрезаем ножом вместе с костями. Если в филе остались небольшие косточки, то их вынимаем руками. Со второй половинкой филе поступаем точно так же. Разделать скумбрию на филе совсем не сложно, так как у рыбы очень мало костей. Обратите внимание, подготовленное филе нужно обязательно посолить. В видео я этого не показала. Готовим начинку для рулетов. 150 грамм шампиньонов трем на крупной терке. Подготовленные грибы кладем на сухую разогретую сковороду. Жарим на большом огне до испарения жидкости. Когда вся жидкость испарилась, вливаем немного растительного масла и обжариваем еще несколько минут. «80 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем уже немного остывшие обжаренные грибы и натертый сыр. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем начинку. Филе скумбрии кладем кожей вниз, а сверху выкладываем подготовленную начинку. Со стороны головы начинку не кладем, чтобы она не выпадала при сворачивании в рулет. Рулет начинаем сворачивать с хвоста. Так сворачиваем все 4 рулета. Форму для запекания немного смазываем растительным маслом. Подготовленные рулеты из скумбрии перекладываем в форму. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 25 минут. Рулеты из скумбрии получились очень вкусными, ароматными и красивыми. Их можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Перед подачей на стол рулеты можно нарезать на более узкие кусочки. Они хорошо режутся уже полностью охлажденными. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Четвертыми испечем не просто блины, а целый блинный пирог с грибами. Такое блюдо получается вкусным и отлично подходит для ужина всей семьей. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 грамм муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15 минут. Пока настаивается тесто, приготовим грибную начинку для блинов. 1 большую луковицу нарезаем четверть кольцами. 600 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На горячую сковороду кладем подготовленные грибы. Жарим на самом большом огне до испарения всей жидкости. Когда жидкость испарилась, наливаем в сковороду немного растительного масла. Сюда же кладем нарезанный лук. Все обжариваем до готовности лука. Грибы солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. На грибы насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки и хорошо перемешиваем.
Сюда же наливаем 200 мл сливок жирностью 10-15%. Все перемешиваем, пока сливки не загустеют. Начинка готова, снимаем ее с огня и оставляем остывать. Тесто настоялось, готовим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Начиняем блины. Кладем блин и на него выкладываем с одной стороны примерно 2 столовых ложки грибной начинки. Сворачиваем блин трубочкой. Так начиняем все блины. У меня начинки хватило на 8 блинов. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В нее по кругу выкладываем начиненные блины. Для формы диаметром 22 см понадобилось 8 начиненных блинов. Если ваша форма больше моей, то количество начиненных блинов можно увеличить, положив в них немного меньше начинки. Готовим заливку для запеканки. В миску разбиваем 3 яйца и наливаем 150 мл молока. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем венчиком до однородности, не взбивая. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Приготовленную заливку выливаем на блины в форме. Сверху все посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Блинный пирог с грибами получился очень вкусным и сытным. Готовится из самых доступных продуктов и получается всегда. По желанию грибную начинку можно заменить любой другой по вашему вкусу, например, мясной или творожной. Если вам понравились такие рецепты с грибами, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.